Приветствую всех на канале Горизонт событий. Во Франции и Германии по-прежнему действует красный уровень метеоопасности в связи с наводнением, а в Швеции – оранжевый, предупреждающий о ветре и сильных снегопадах. На севере Франции сотни людей были эвакуированы на надувных лодках. Разбухшие от дождей реки вышли из берегов и затопили улицы. Район затоплен уже второй раз за последние 2 месяца. В Германии пострадали север и запад страны. Критическая ситуация сложилась в Ольденбурге, где воды реки Хюнте угрожают городу. Аварийные бригады, которым помогают местные жители, возвели временные дамбы, но ожидается экстремальная погода. Метеорологи прогнозируют сильные дожди на ближайшие несколько дней. В среду температура в северных регионах Европы второй день подряд опускалась ниже -40 градусов. В Квикьё-Коренярке в шведской Лапландии температура опустилась до -43,6, что является самой низкой температурой, зафиксированной в январе в Швеции за последние 25 лет. Резкое похолодание, снегопад и сильный ветер нарушили работу транспорта в северных регионах. Было закрыто несколько мостов, приостановлено движение поездов и паромов. Школы в Скандинавии были закрыты. Полиция большей части Дании призвала водителей избегать ненужных поездок, поскольку ветер и снег обрушились на северные и западные районы страны. Волна холодного воздуха из Сибири и Арктики обрушилась и на западную часть России. Температура в Москве и других регионах опустилась до -30 градусов, что значительно ниже средней температуры в начале января. Власти Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов объявили оранжевый уровень метеоопасности, предупреждая жителей о возможном риске для здоровья. Около 1000 водителей застряли на автодороге Е22 на юге Швеции из-за сильного снегопада. Некоторые находятся там еще с утра среды. На Е22 между Кристианстадом и Гёрбю, что в самой южной части страны, рядом с Данией, движение полностью остановилось из-за интенсивного снегопада. Операция по освобождению застрявших автомобилей продолжается с вечера. На помощь привлекли в том числе армию. Застрявшим водителям также подвозят перекусы и горячие напитки. Снег идет такими темпами, что после расчистки дороги через полчаса трасса снова полностью под снегом, говорит пресс-секретарь полиции Эвелина Ольсон. Начальник спасательной команды из Кристианстада рассказал, что они в течение ночи освободили из сугробов несколько сотен авто на обоих направлениях трассы. Путешественникам предложили разместиться в импровизированных приютах, которые обустроили в Херю и Кристианстаде. Власти Финляндии и Швеции выпустили предупреждение в связи с понижением температуры в некоторых регионах. Шведский метеорологический институт выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для регионов Сконе и Блекинге. В связи с этим Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что гражданам рекомендуется проверять предупреждения о погодных условиях перед планированием своих поездок и наличие альтернативных маршрутов. В Грузии из-за камнепада на перевале были отрезаны от транспортного сообщения десятки населенных пунктов. Перевал связывает горную Сванетию с городом Зугдиди. Среди парализованных участков и горнолыжный курорт Местия. Там сейчас отдыхают десятки туристов. До 6 января включительно синоптики обещают снегопады и морозы. Из-за сильного тумана закрыто движение из Тбилиси в сторону горнолыжного курорта Гудаури и КПП Верхний Ларс. Поезд метро Нью-Йорка сошел с рельсов в четверг после столкновения с другим поездом на низкой скорости, в результате чего более 20 человек получили легкие травмы и были созданы серьезные перебои в работе транспорта на Манхэттене в дневной час пик, сообщили власти. Около 15
00 в Верхнем Вестсайде поезд номер 1, перевозивший около 300 пассажиров, и вышедший из строя поезд Metropolitan Transportation Authority с 4 рабочими на борту столкнулись друг с другом возле станции 96-стрит, сообщили представители полиции и транспорта. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях сотрудниками городского управления по чрезвычайным ситуациям, видно, что пассажирский поезд частично сошел с рельсов на участке, где был механизм переключения путей. Официальные лица заявили, что не было никаких непосредственных признаков отказа оборудования. Исследователи выясняют, была ли авария связана с человеческой ошибкой. Хакасию накрыл циклон. Всю ночь в республике задувала метель. Во многих населенных пунктах снег засыпал дороги и машины. Видимость сократилась до нескольких десятков метров. В республике было объявлено штормовое предупреждение. Дорогу в Заполярную Териберку в Мурманской области занесло снегом. Вчера движение в обе стороны села было заблокировано. В снегу застревала даже снегоуборочная техника. В связи с тяжелыми погодными условиями дорогу перекрывали. Два поезда столкнулись утром на участке Чекаленовка, Хаурпугур на индонезийском острове Ява. Всего в двух поездах находилось 478 человек, есть пострадавшие. По предварительным данным, причиной аварии могла стать нефункционирующая линия связи у машинистов. Вулкан Мерапи вчера озарил окрестности громким взрывом, выбросил ввысь пепел и поток лавы по склону вниз. Мерапи – самый активный в Индонезии действующий вулкан, расположенный на острове Ява неподалеку от города Джакарта. Его высота 2910 метров. Название переводится как «гора огня». Мерапи также является самым молодым в группе вулканов на юге Явы. Землетрясение, потрясшее в понедельник полуостров Ното в Японии, было настолько сильным, что береговая линия сдвинулась на 250 метров из-за сильного поднятия местности. На фотографии видно, как поднялось морское дно в гавани Кайса на японском полуострове Ното. Перепад высоты составил почти 4 метра по всей округе. Из-за этого береговая линия сместилась на 250 метров. Турцию накрыл радиационный туман. Жители предупредили о возможных сбоях и авариях на наземном и воздушном транспорте, а водители призвали быть предельно осторожными. Страна находится под влиянием высокого давления. Если охлаждение опускается до точки росы воздуха, возникает туман, который в метеорологии называют радиационным. Умеренная солнечная вспышка класса М3,8 произошла в АР-35-36. Это то же самое солнечное пятно, которое дало сильную вспышку класса Х5 в канун Нового года. Рентгеновский импульс ненадолго ионизировал верхние слои атмосферы и вызвал незначительное отключение радиосвязи вокруг Австралии. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.